Международный бенд выступил на сцене Поморской филармонии. Российско-германская команда «Контрабас», барабаны и фортепиано исполнила авторские композиции и современные джазовые произведения. Один из участников проекта уроженец Архангельска Андрей Шабашев. Вот уже несколько лет он выступает на лучших площадках Германии. Как музыканта приняли на родине, в репортаже Елены Матвеевой. На сцене Архангельской кирхи звучат три голоса. Приглушенный контрабаса, ракочущий, раскатистый барабанный и нежный, ручейный рояля. Красок этого трио хватит, чтобы нарисовать картинки Белого Севера. Именно так называется программа, которую представил проект «Россия-Германия». За несколько минут до концерта импровизированная летучка. Главное – расставить пьесы по порядку. Оказалось, репетиций почти не бывает. Да и зачем они музыкантам мирового уровня? Да мы не репетируем даже. Это не принято вообще, честное слово. То есть отправляешь ноты, приходится на концерт и играют, потому что ребята высокого уровня, они могут, считать все. Считывают музыку едва ли не по движению тела. На сцене внимательно следят друг за другом, словно пытаясь уловить, каким будет следующий пассаж. Говорят, главное – слышать. Вместе интернациональное трио играет только год. Встретились на одном из фестивальных джем-сейшенов. Для нас, немецких музыкантов, Андрей ценен тем, что обладает собственным звучанием. Это объединение современного стиля с чисто русским прочувствованием музыки. Я нахожу это удивительным. В Германии такой манеры исполнительства не найти. Андрей Шабашев, выпускник Архангельского музколледжа, уже несколько лет живет и выступает в Германии. Концерты на родине минимум пару раз в год обязательно. В этот раз был классический современный джаз, а еще авторская музыка. Пьесу «Галина», например, написал преподаватель Андрея Валентин Зеленов. Мы научили их любить музыку. И эта любовь, я думаю, даст ему возможность еще многие годы совершенствоваться, быть востребованным. Кстати, этот концерт должен был случиться год назад в рамках международного форума «Арктика. Территория диалога». Но самолет из Франкфурта сломался, высокие гости разъехались. К счастью, осталось желание сыграть в Архангельске. Знаете, что самое вдохновляющее для меня здесь? Это видеть, как люди живут в таких суровых климатических условиях. Экстремальный холод зимой и довольно теплое лето. Это видно даже в архитектуре. В домах тепло, радушно. Для немецких музыкантов это первый визит в Россию. И, судя по теплоте, оказанной им встречи, не последний. Елена Матвеева, Александр Прилуцкий. Доброе утро, Поморье. И сегодня у нас в студии лидер коллектива Андрей Шабашев. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Уже несколько лет работаешь за границей. Почему решил там развиваться? Просто представилась возможность. Я не особо планировал куда-то переезжать, и, может быть, многие слушатели меня помнят здесь, в Архангельске, но пригласили, и я решил, почему бы не попробовать. И не зря, я надеюсь. Кто пригласил, расскажите. Мы сотрудничали с одним проектом, и еще плюс мою жену позвали туда работать. То есть все так совпало. И тут, всей семьей еще Да, больше. всей семьей поехали. Вот расскажите, ваша музыка наполнена славянскими мотивами. Все-таки, наверное, по родине скучаете. Конечно, скучаю. Меня очень тянет в родной край всегда. И я приезжаю в Архангельск два раза в год, потому что у меня родители здесь, и меня очень много связывает с городом, очень много друзей. Но и сама программа началась с того, что мне предложили выступить там, в очень известном клубе. И я подумал, почему бы не предложить слушателям что-то интересное, и почему бы не связать это со своими корнями, и в том числе представить свою северную культуру европейскому слушателю. И как в Германии восприняли вот такую Людям смесь? очень нравится. Сразу после этого у меня появился директор, который сказал, что мы должны записать альбом первый. Именно как раз альбом будет называться «Pictures of the White North», что в переводе означает «Картинки Белого Севера». И презентация уже программы была в прошлом году в старейшем клубе «Джаз Келлер» во Франкфурте. И вот и в Архангельске. То есть ниша свободна, так сказать, да? В принципе, да. В Европе, да. Я думаю, что существуют коллективы. Очень много коллективов, связанных с фолк-музыкой, да, вот украинские также коллективы или там
израильские. Но вот российских я не слышал там пока. Ну а в России все-таки не планируешь возвращаться? Я не загадываю, посмотрим. Но мне всегда нравится сюда приезжать, поэтому я не загадываю. Ну, наша страна без... Подпитываешься энергией, наверное, да, Конечно, здесь? с севером. Да я очень скучаю всегда по зиме. Там снега обычно нету, и я очень скучаю по снегу. И Ну, у нас на Новый год всегда здесь, на праздники. прекрасный март снежный в этом году. Да. Холодный. Холодно. Мы Ничего сегодня не прогулялись, пропустил. очень здорово было. А вот гастроли были уже по Германии с трио, правильно? Да. Здесь, в России, будут гастроли такие же масштабные, как в Германии? Я очень на это надеюсь. Для этого нужно провести еще огромную работу. У меня тоже распланирован весь год. И, допустим, ближайшие концерты в Германии у меня только на 2019 год запланированы. А до этого мы должны выпустить альбом, сделать много промо-видео. И после этого можно уже отправлять заявки, допустим, в Россию. Потому что так очень сложно людей привести на концерт. Допустим, в Архангельске меня знают, и я приехал, и вот концерт состоялся, да, к примеру. А в Москве это намного сложнее, очень много музыкантов, и в Питере, поэтому нужен материал, который ты прорекламируешь, и тогда, если он хороший, то я надеюсь, что и по России тоже будет А когда фестиваль. ждать уже альбом? Дебютный. Я очень надеюсь, что в этом году, что в следующий раз, когда я приеду с концертом, я уже привезу альбом, Можно будет... диски. Диски, да, на дисках будет альбом. Да. Ну, может быть, Традиционно, да? А уже что-то записано к альбому? То есть он уже в работе? Какие-то композиции уже есть? Ну, у нас несколько промо-роликов уже было записано. Мы тут участвовали в нескольких конкурсах. И в Ютубе есть несколько записей. Но вот конкретный материал еще вот будет писаться только сейчас. То есть много репетиций, мы репетируем. Репетиции проходят в студиях. Это действительно такая огромная работа, не так, как мы привыкли, например, что люди собрались, порепетировали. Там снимается студия на месяц, допустим, и люди просто там живут. Записывают, все время записывают, и в конце месяца получается продукт. То есть серьезный труд, да, чтобы все это было, звучало качественно? Да, музыканты Вкусно. сыгрываются, там, сживаются друг с другом. И Кстати, как играется с немцами? очень здорово, очень здорово. Чем отличаются, может быть, от наших музыкантов? Точностью, наверное, Ой, да? я не знаю, все время шучу, что они просто никогда не слушали русскую попсу, поэтому им легче играть, не знаю. Но у них ведь джаз развит очень давно, и поэтому у них это в крови. Конечно, это не как в Америке, но все равно Европа намного ближе к джазу, к сожалению, чем Россия. Но Россия идет гигантскими шагами к этому. Андрей, расскажи, вот как ты сам сочиняешь музыку? Как это все выглядит, этот процесс? Это в наушниках, под какую-то мелодию что-то музицируешь или как-то по-другому это выглядит? Ну, Расскажи, опиши. Несколько путей. Допустим, да, иногда приходит какое-то настроение или мелодия, ты думаешь, так, надо попробовать, ты ее записываешь, потом на нее накладываешь аккорды, и потом это тянется месяца 2, потому что я записываю на диктофон или еще куда-то, жду какое-то время, слушаю снова, и так у меня очень много материала, который просто отсеивается, потому что... Сырой такой, да? Да, это как-то не очень. А какой-то материал остается, и вот он выходит. А еще иногда просто заставляют, говорят, так, вот надо, там, концерт. Ну, Надо сложно, заказ. наверное. И для концерта хочется всегда людей удивлять, слушателей. И я не могу так, у меня все время такой вот вызов. И я хочу сочинить что-нибудь обязательно к концерту. То Или есть вот, дедлайны помогают, да? Ой, дедлайны очень помогают. Дедлайны, я просто бешусь от этих Муза приходит сразу же. Да, сразу. Особенно в последние 2 дня. По щелчку, до да, дедлайна. надо попробовать тоже. Сыграешь там что-нибудь из нового альбома? Конечно, с удовольствием. Сейчас послушаем.